Провинция Ливорно тонкой полоской проходит вдоль Тирренского побережья, где можно найти самые красивые пляжи с белоснежным песком и бирюзовым морем, как на Карибских островах. Ну, кому нравятся песчаные пляжи, а кому и скалистые берега. Один из самых впечатляющих пляжей Ливорно – это небольшая бухта в приморской деревне Антиняно, где морской пейзаж характеризует впечатляющие скалы, которые поднимаются из кристально чистого моря. В этой бухте сосредоточена большая колония морских ежей. И в Ливорно говорят, лучшее время их пробовать зимой в месяцы с буквой «Р» – Gennaio, Febbraio, Marzo, то есть между февралем и апрелем. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Oggi pasta su ricci, Non so se l'ha presa, in questo caldo ci vuole. Via. Ciao a tutti, state bene, buona giornata e buon weekend. Ciao. Ma te la apri? Non mangiare tutti te ora? No. Questo lo metto lì per la pasta asciutta. Размножаются они в огромных количествах. Представьте, что один ежик может произвести до 10 тысяч яиц. Понятно, как мы, они не влюбляются. Будущие мама и папа на глубине морской находят друг друга, начинают выпускать дымок, с которым выделяются миллионы яичек, а также мужских половых клеток. И оплодотворение происходит снаружи. Летает эта личинка, переносится морским потоком без ласки и заботы, и после нескольких трансформаций образуется маленький ежик, который, упав на дно, растет, достигая половой зрелости, где-то через 2 года, если его не съедят омары и рыбы. А тех, кто смог достичь совершеннолетия, поджидает человек. В этой бухте привычно видеть охотника с мешком и ножницами, который идет в море. Со стороны смотрится немного странно, но кто знает, заглатывает слюнки. Смотрите, какой он красивый. Это верхняя часть морского ежа. Это его иглы. Обычно имеют длину до 3 сантиметров и толщиной до 2 миллиметров. Они собирают пищу. Все, что застряло между иголками, морские водоросли, маленькие креветки и моллюски, направляются иголочками в рот. Вот он, именно здесь. Называется Аристотелев фонарь в честь Аристотеля, который впервые описал этот удивительный грызущий жевательный аппарат из подвижных мощных зубов и мышц. Мы видим только самые кончики зубов, способных не только перетирать водоросли, но и передвигаться по скалам и по дну. Вы знаете, он чувствует, что что-то произошло. Изменилась температура, не так влажно и нет морской среды, где он привык обитать. Ежик очень привередливое животное. Его организм очень чувствительный. Он еще жив, но время вне воды – его главный враг. И он не знает, что с ним сейчас происходит. И иголочками, исследуя территорию, ищет влагу. Чтобы добраться до съедобной сердцевины морского ежа, нужно его для начала разрезать на 2 части. Есть несколько способов, но мы это делаем с помощью ножа и ложки. Если вы не знакомы с тонкостями этой техники, то можно банально пораниться. Вот чтобы открыть его, необходимо ножницами обрезать по кругу вокруг рта.
а затем прополоскать в соленой воде, чтобы удалить остатки пищи, которые у него находятся внутри. Конечно, нужно быть очень осторожными, чтобы не проколоть себе пальцы, потому что эти шипы очень острые. Если они попадают в кожу, то становится очень и очень больно. Теперь давайте посмотрим его строение, как он выглядит внутри. Мы видим яркие дольки, которые располагаются вокруг панциря. Это и есть его органы размножения, которых у ежика по 5 пар. Они есть у обоих полов особей и различаются только по цвету. У самцов коричневые железы, а у самок оранжевые. То, что мы как раз и видим. Это и есть икра морских ежей. А светлая, почти прозрачная пленочка – это его органы дыхания, такие кожные жабры. Пока мы чистим ежиков, нас уже окружают маленькие креветки. Кстати, у ежиков органы осязания и обоняния развиты слабо, но на верхней стороне туловища имеются маленькие глазки. Ну, правда, я их искала, так и не нашла, а то приятно было посмотреть ежику в глаза. А теперь берем то, что едим, икру. Смотрите, как легко отделяются эти оранжевые дольки от панциря. Вообще о полезных свойствах морского ежа ходят легенды. Их называют и эликсиром молодости, и сильнейшим афродизиаком, и витаминным коктейлем. Питаются они водорослями, поэтому и накапливают в себе все ценные вещества и микроэлементы, и кальций, и магний, и цинк, и железо, и фосфор, йод и белок, поэтому хороши для сердца, кожи и нервной системы, нашего головного мозга и вообще повышают нашу физическую активность. Настоящая оздоровительная бомба. Вот вам и ежики, подарок природы. Этот полезный деликатес стоит употреблять в сыром виде, без особых приготовлений по рецепту. Просто полить лимонным соком или добавить в соус со свежими помидорами, ну, к примеру, к спагетти. Eccole qua. Ci mettiamo i nostri ricci. Questi ricci. A crudo. Блюда получаются очень вкусные, позитивно сказываются на нашем организме и, главное, на нашем настроении. Друзья мои, теперь вы знаете, что делать. Ешьте яйца морских ежей, и все у вас будет хорошо. Самое главное – со здоровьем.